Ты слушаешь Радио Мария. Сегодня, 12 марта, в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. 2 дрона из Ливана 11 марта вошли в воздушное пространство Израиля. Была активирована сирена Цева Адом на севере Голландских высот. В ЦАЛе заявляют, что подозрительные воздушные цели упали на открытой местности. Сообщения о пострадавших не было. В своем заявлении террористы Хизбаллы прокомментировали, что запустили 4 начиненных взрывчаткой дрона по базе ЦАЛя в этом районе. Главные новости Израиля. Представитель ЦАЛя Даниэль Агари заявил, что военные нанесли удар по заместителю командующего военным крылом Хамаса в ходе израильского авиаудара по центру сектора Газа. Агари не сообщает, был ли Марван Исса ликвидирован в результате удара. Он говорит, что ЦАЛь все еще расследует данную ситуацию. Когда мы будем знать наверняка, мы сообщим общественности. Конец цитаты. ЦАЛь публикует кадры туннеля, где предположительно находился заместитель командующего военным крылом Хамаса. Вместе с Иссой в туннеле были и другие командиры Хамаса, говорит Агари, добавляя, что по данным разведки ЦАЛя в этом районе не было заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил: «Мы находимся на пути к полной победе. На пути к этой победе мы ранее уничтожили номер 4 в Хамасе Аль-Арури, следующий номер 3, 2 и 1. Мы уже в пути. Они все мертвецы. Мы до них всех доберемся», — говорит Нетаньягу. Напомню, что номер 4 Аль-Арури был ликвидирован в результате авиаудара по Бейруту в начале января. А вот о ликвидации номера 3 в Хамасе Марвана Исса, о котором сегодня мы говорили, пока что нет подтверждения от военных. Напомню, что этого подтверждения нету на момент выхода наших новостей в прямой эфир в 6 часов утра по Иерусалиму. В интервью Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что предполагаемые разногласия между США и Израилем усложняют победу над Хамасом. Попытки навязать Израилю создание палестинского государства идут вразрез с желаниями подавляющего большинства израильской общественности. В то же время Нетаньягу утверждает, что между ним и Байденом существует широкое согласие. «Мы оба согласны с тем, что гражданское население должно быть эвакуировано из Рафеха перед операцией ЦАЛя. Президент Байден и я согласились, что мы должны уничтожить Хамас. Мы не можем оставить четверть террористической армии Хамаса в Рафехе. У нас есть договоренности по основным целям, но есть и разногласия. В конечном итоге решение должен принять Израиль». Отвечая на комментарии Байдена о том, что вход в Рафех является для него красной линией, Нетаньягу говорит, что оставить там силы Хамаса нетронутыми – вот это красная линия. Мы не можем позволить Хамасу выжить. Израиль очень близок к победе, и эта победа наступит скорее, чем более сплоченными мы будем, заявил в интервью Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупреждает врагов Израиля и заявляет, что страна готова к любой угрозе. Галлант начинает свое обращение на арабском языке с традиционного приветствия и сообщает о важности месяца Рамадан. Мубарак алейкум шахр Рамадан аль-фаддил. Кул ам ва антум бхайр. Ахадау Аллах алейкум билхайр валь бараке. Ходеш Рамадан у ходеш хашув. Месяц Рамадан – важный месяц, в котором есть возможность улучшить добрососедские отношения и укрепить семейные узы. Мы знаем, что месяц Рамадан может стать месяцем джихада. Мы говорим всем, кто думает нас испытать. Мы готовы. Не совершайте ошибок. Израиль уважает свободу вероисповедания в Аляксе и во всех святых местах, добавил министр обороны Израиля Йоав Галлант.
Президент США Джо Байден выступил с посланием по случаю священного для мусульман месяца Рамадан, заявив, что когда мусульмане соберутся по всему миру на месяц поста, страдания палестинского народа будут в центре внимания многих. Священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году это произошло в момент огромной боли. Война в секторе Газа причинила ужасные страдания палестинскому народу, говорит Байден. Почти 2 миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Многие остро нуждаются в еде, воде, лекарствах и жилье. США будут продолжать возглавлять международные усилия по доставке большого количества гуманитарной помощи в сектор Газа и продолжать безостановочную работу над установлением немедленного и устойчивого прекращения огня на срок как минимум 6 недель в рамках соглашения об освобождении заложников. Вашингтон также продолжит движение к долгосрочному будущему стабильности, безопасности и миру, которое будет включать в себя решение о 2 государствах, гарантирующее, что палестинцы и израильтяне будут иметь равные меры свободы, достоинства, безопасности и процветания. Это единственный путь к прочному миру, заявил президент США Джо Байден. Главные новости Израиля. Тем временем 169 ящиков с гуманитарной помощью были сброшены 11 марта с воздуха над северной частью сектора Газа. Давайте посмотрим, как это было. Ящики с гуманитарной помощью были сброшены Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Иорданией, Францией, Бельгией и США. На кадрах видно, как люди пытаются добежать до помощи. Напомню, что большинство гуманитарки забирают террористы Хамас, потом же продают ее по завышенным ценам. Кроме того, 149 фур с гуманитарной помощью 11 марта были досмотрены и переправлены в сектор Газа. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что израильское военное, цитирую, «нападение на город Рафиах на юге Газы может погрузить жителей Газы в еще более глубокий круг ада». Гутерриш призывает Израиль и Хамас почтить дух священного для мусульман месяца Рамадан, заставив замолчать оружие в секторе Газа. Он также призывает к освобождению израильских заложников, а еще к устранению всех препятствий для обеспечения доставки жизненно важной помощи в сектор Газа. Глаза мира наблюдают, глаза истории наблюдают. Мы же не можем отвести взгляд, говорит глава ООН. Напомню, что Гутерриш уже несколько месяцев призывает к гуманитарному прекращению огня. Цитирую: «Мы должны действовать. Отчаявшиеся гражданские лица нуждаются в немедленных действиях», заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В ЦАЛе и Шабак сообщили, что палестинец, который собирался совершить нападение, был ликвидирован на западном берегу. Мухаммеда Джабера ликвидировали, когда он был на пути на территорию Израиля. Мужчина собирался устроить нападение в Тель-Авиве. Главные новости Израиля. 11 марта полиция Израиля сообщила, что 40-летний мужчина без признаков жизни с повреждением головы был найден в автомобиле на стоянке в Ришон-Ле-Ционе. Предыстория инцидента криминальная. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемых. Также стало известно, что в городе Лод лишили жизни 50-летнего мужчину. Подробности правоохранителей не сообщают. Добавлю, что в этом году уже 39 членов арабской общины погибли в результате нападений. Главные новости Израиля. В ивритоязычном сегменте Фейсбука люди делятся видео, где мужчина в одном из домов Тель-Авива пытается вскрыть квартиру. Сейчас эти кадры вы видите в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале «Радио Нария». Позже хозяйка квартиры сообщила, что это к ней ломился неизвестный, цитирую: «В дополнение ко всем тревогам, которые у нас есть, вчера этот мужчина средь белого дня пытался ворваться в нашу квартиру в районе бульвара Бен-Гурион. Все, кто живет в этом районе, были перепуганы. Если кто-то узнает его, свяжитесь со мной», пишет женщина.
Если на видео вы узнали мужчину, сообщите и в полицию Израиля, а также будьте осторожны. Добавлю, что в случае, который видно на видео, неизвестному не удалось вскрыть двери квартиры. Напомню, что за последние 2 года после большой алии стран СНГ серии квартирных краж возросли в разы, но бьют все рекорды обманы телефонных мошенников на русском языке. Тело 48-летней женщины было обнаружено вчера в доме ее мужа в Афуле. Как сообщает Гаарец, на теле женщины были повреждения. Полиция расследует преступление. Уже арестован муж погибшей женщины и его брат. Следствие продолжается. Продолжаются поиски Дмитрия Репникова. Напомню, что Дмитрий Репников пропал вблизи Хайфы 27 февраля. С того времени его никто не видел и не слышал, телефон отключен. Но друзья сообщают, что кто-то пытался поменять пароль к его социальным сетям. Если кто-то видел или обладает информацией о пропавшем, огромная просьба сообщить по номеру WhatsApp +79 01 198 98 50. Это телефон сестры Дмитрия, который живет в России. По данным расследования, после муниципальных выборов Дмитрий пошел в сторону набережной Хайфы. Оттуда он прислал сестре фотографии. После связь пропала. Главные новости Израиля. На Радио Нария продолжаются главные новости Израиля. Чтобы поддержать Радио Нария, подпишитесь прямо сейчас на наш YouTube-канал. Поставьте лайк этому видео, а также напишите свой комментарий. Не забывайте подписываться и на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если из-за атаки недоброжелателей мы не сможем выйти в эфир на этом канале, на котором вы сейчас смотрите новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, которую мы говорим, многим не нравится. Окружной суд Иерусалима приговорил Реувена Веллера к 16 годам тюремного заключения за то, что он лишил жизни своего соседа в подъезде дома. Веллер напал на соседа, потому что его разозлил лай его собаки. Согласно предъявленному обвинению, Веллер взял острый предмет с кухни, позвонил в квартиру соседа, а когда тот открыл дверь, лишил его жизни. Кроме 16 лет заключения, Веллер должен заплатить семье погибшего компенсацию в размере 258 тысяч шекелей. Вдова покойного рассказала, что сосед угрожал ее мужу за несколько недель до трагедии. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра, 13 марта, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова с вами в прямом эфире. До встречи!